Всем привет! Вы на канале Натали Discovery. Наконец настало то время, когда спала жара и вокруг все позеленело. Это самое лучшее время для путешествий по острову. В этом видео я вам расскажу об одном из самых любимых занятий местного населения на Кипре зимой. Смотрите видео до конца. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Сначала немного расскажу, чем здесь занимаются в целом. Если я начну перечислять, что здесь есть и чем себя занять на острове, то список будет длинным. Большой плюс в том, что от сезонности практически ничего не зависит. Наоборот, даже в это, язык не поворачивается назвать зимнее время, открывается больше возможностей, потому что уже не жарко и погода более комфортная. Единственное, что отпадает, это море, и то не для всех. Находятся желающие плавать в море и загорать круглый год. Также люди продолжают заниматься водным спортом, таким как виндсерфинг, кайтсерфинг и так далее. Сейчас больше начинают вести активный образ жизни. Ходить в горы, кататься на велосипедах, бегать, гулять по достопримечательностям и интересным местам. Опять-таки потому, что, во-первых, природа ожила и стала намного красивее, а во-вторых, не жарко. Местные, кстати, очень любят рыбалку, что хорошо для нас, потому что мы едим свежую рыбу и морепродукты, которые они ловят и продают ресторанам. Еще здесь есть тема полетов на параплане. И, кстати, 10 лет назад в этих горах Бишбармак был установлен рекорд жительницей Британии. В 104 года она совершила полет и попала в книгу рекордов Гиннесса. В общем, у нас на острове интересно и еще много чего есть, что вам показать. Подписывайтесь на канал, чтобы узнавать больше о жизни на Северном Кипре. Теперь перейдем к теме любимого занятия жителей острова – устраивать пикник. Скорее всего, первое, что приходит в голову, это накрытая поляна где-нибудь на природе. Отчасти здесь делают и так. Много людей любят выходить на Лонг-Бич и просто сидя на траве наслаждаться приемом пищи и прекрасным видом на море. Мы зимой любим ходить в горы и делать пикник в самых интересных точках, откуда открывается лучший вид на весь остров. Но о чем я хочу более подробно рассказать, это специальные пикниковые зоны. Это не просто выделенная область, куда вы можете прийти, разложиться, развести костер и что-нибудь приготовить, а это конкретные оборудованные территории. Пикниковые парки между собой отличаются. Есть попроще, где установлены только столики и ничего больше. А это пример классного парка с огромным количеством мест. Есть столы, которые обычные, стоят 100 лир, а есть отдельные крытые беседки, назовем это VIP-места на первой линии у моря, и они стоят 300 лир за столик. Самое удобное, что здесь также есть сервис. Вам приходят и накрывают стол, а если нужна какая-то посуда, можно попросить и вам ее дадут, потому что на территории работает ресторан, и все можно взять или заказать у них. Кстати, в ресторане вкусно готовят завтраки. Советую вам отдельно еще посетить это место только ради завтрака. За территорией здесь ухаживают и каждый день убирают мусор. Очень удобно, что есть такие раковины, где можно помыть овощи, например. У каждого стола стоят мангалы, и вам нужно принести с собой только еду и на чем будете готовить. Также на территории есть даже небольшая детская площадка, чтобы вы могли заниматься мангалом, а дети в это время не скучали. Эту пикниковую зону очень любят местные. Точнее, не только эту, а в принципе они любят готовить шашлык. У них особая страсть к баранине, но также они готовят и говядину, и курицу. И, кстати, местные почти не покупают мясо в супермаркетах. Они знают проверенные точки, где мясо всегда свежее. Один из таких магазинов – это Орджун Касап в Искеле. Здесь хороший выбор различных видов мяса. И вы можете взять не только то, что лежит на прилавке, но вы можете выбрать кусок и попросить, чтобы вам его порезали или сделали фарш, как вы хотите. И также удобно то, что здесь есть уже сразу заготовки для мангала, то есть замаринованное мясо, котлеты, кебаб и так далее. И также вы сразу в магазине можете взять все необходимое для мангала, например, уголь, решетки, в принципе, здесь есть все. Адрес магазина я оставлю в описании к видео. В общем, таких пикниковых зон много, и некоторые находятся в очень интересных местах. Например, чтобы совместить приятное с полезным, можно поехать в замок Кантара, погулять и увидеть эту достопримечательность, и в той же местности остановиться на пикник с классным видом на остров. Либо можете выбрать более доступное место. Это парк рядом с древним городом Саламис. И хоть сейчас это уже руины, но история у города интересная, и какая-то его часть все-таки сохранилась, несмотря
несмотря на то, что он проживал как времена процветания, так и битв, разграблений и землетрясений. Обязательно посетите эту достопримечательность. Так вот, прямо у Саламиса есть большой пикниковый парк. Он оборудован столиками и мангалами, но есть пара минусов. Первый – это то, что свет проведен не по всей территории, а только при входе. И если вы остаетесь до вечера, но взяли столик подальше, то света там не будет, когда стемнеет. И второе – это то, что по территории ходит много больших собак. Хотя они добрые и просто ждут, когда вы им подкинете шашлычка, но если вы с маленькими детьми или со своей собакой приходите, то нужно быть начеку, конечно. В общем, в каждом городе много подобных мест. И хорошо, что государство позаботилось и выделило специальные зоны для пикников. Иначе люди бы просто шли и разводили костер где угодно, что привело бы к большему загрязнению среды и, возможно, пожарам. Запоминайте для себя локации этих парков. Если знаете интересные подобные места, делитесь в комментариях. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всего о Северном Кипре. Увидимся в следующем видео.